Как выбрать идеальное место для жизни в США? В стране с таким разнообразием штатов, каждый из которых обладает своими уникальными особенностями, это может быть непросто. Где лучше жилье, работа, цены и качество жизни? Я разобрался в этом за вас, составив рейтинг 7 лучших штатов для жизни, по мнению местных жителей и экспертов. А также, как человек, побывавший во всех штатах, в этом видео я поделюсь с вами не только интересными фактами и плюсами с минусами городов и районов, но и личными впечатлениями. После этого видео вы точно поймете, где то самое идеальное местечко для вашей долгой и счастливой жизни. Поехали! На 7-е место я поставил Флориду, штат вечного лета и отдыха. Майами, Орландо и Тампа предлагают богатые возможности для отдыха и крутого досуга. Пляжи, парки развлечений, такие как Disney World и Universal Studios, и водные виды спорта делают Флориду идеальным местом не только для семейного отдыха, но и молодежного. При этом Флорида привлекает не только туристов, но и тех, кто ищет постоянное место жительства. Здесь найдут себя как профессионалы в туристической индустрии, так и специалисты в сфере здоровья и сельского хозяйства, а про IT и говорить нечего. Все мы знаем, что эти ребята везде устроятся. Но самая прибыльная и разнообразная сфера – все-таки туризм. Во Флориде просто огромное разнообразие парков развлечений, пляжей и культурных мероприятий. Поэтому туристическая индустрия здесь процветает. Специалисты в этой сфере, такие как менеджеры гостиниц, туроператоры и работники ресторанного бизнеса, всегда найдут работу. Но есть и один жирный минус – преступность. Уровень преступности в Флориде варьируется в зависимости от города. В некоторых районах Майами и Орландо преступность может быть выше среднего, поэтому многие жилые районы остаются безопасными и хорошо охраняемыми. В общем, я бы не советовал тут гулять ночью, особенно в незнакомых местах. И поэтому для жизни важно выбирать районы с хорошей репутацией и развитой инфраструктурой. Нельзя не отметить и стоимость жилья во Флориде, которая может сильно различаться в зависимости от города и района. В среднем аренда однокомнатной квартиры в центре Майами обойдется около от $1500 до $2000 в месяц, в то время как в более отдаленных районах эта сумма может снизиться до $1000. Покупка жилья также зависит от местоположения. Средняя цена дома в Майами составляет около $400 000, в Орландо – около $300 000. Флорида – это штат с богатой культурной жизнью, теплым климатом и множеством возможностей для профессионального роста. Однако стоит внимательно выбирать место проживания, чтобы наслаждаться всеми преимуществами этого солнечного штата. Мне же особенно понравился климат Флориды и ее бесконечные возможности для отдыха. Чуть выше в рейтинге я выделил место для штата Вирджиния. Этот регион удивительно сочетает в себе богатую историю и современные возможности. Живя здесь, я всегда ощущал особую атмосферу, которая словно переносит тебя в прошлое, одновременно предоставляя все преимущества современного мира. Для специалистов в области обороны, IT и сельского хозяйства Вирджиния почти что идеальна. Например, в Северной Вирджинии расположено множество правительственных учреждений и компаний, связанных с обороной, что делает этот регион привлекательным для соответствующих профессионалов. Жилье в Вирджинии варьируется в цене в зависимости от региона. В северной части штата, рядом с Вашингтоном, цены могут быть довольно высокими. Аренда однокомнатной квартиры может стоить около $2000 в месяц, а покупка дома – $500 000 и выше. В других частях штата, особенно в сельских районах, цены значительно ниже, что делает Вирджинию доступной для семей и молодых специалистов. Но самое восхитительное – это природа. Меня просто поразила природная красота Вирджинии. Апалачи и Шенандоа потрясают своими видами, да еще и предоставляют отличные возможности для активного отдыха. Винодельни штата также заслуживают внимания. Они не только производят отличное вино, но и создают атмосферу европейского уюта и гостеприимства. И все же есть один жирный минус – трафик. В северной части Вирджинии трафик может быть настоящей головной болью, особенно в часы пик. Вечные пробки, шум и сигналы. Аварии. Кстати, да, если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки, компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Хотя, когда я гулял по историческим местам или наслаждался природными красотами, мне удавалось отключиться от шума и получить максимальное наслаждение.
Вирджиния действительно дарит ощущение баланса между историей и современностью, которое я не встречал ни в одном другом штате. На 5-е место я поставил рай для интеллектуалов и богачей – Массачусетс. Штат, который сразу покоряет своей историей и академическим превосходством. Он идеально подходит для профессионалов в сфере образования, медицины и технологий. Только подумайте, ведь там находятся Гарвард и MIT, Массачусетский технологический институт, расположенные в Кембридже. И они, между прочим, являются мировыми лидерами в высшем образовании, привлекая студентов и ученых со всего мира. Бостон же, помимо того, что является столицей штата, славится своими медицинскими учреждениями и биотехнологическими компаниями. Это делает его привлекательным для медицинских специалистов и исследователей. Жизнь в Массачусетсе отличается высоким уровнем образования и культурного развития. Бостон и его окрестности предлагают множество музеев, театров и исторических достопримечательностей, таких как Фенуэль-Холл и Плимутская колония. Все это создает ощущение, что вы живете в центре американской истории и культуры. Прогуливаясь по улицам Бостона, я всегда восхищался его архитектурой и культурным разнообразием. Однако Массачусетс также известен своими высокими ценами на жилье, да и вообще на все. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Бостоне составляет около $2500 в месяц, а покупка дома может обойтись в $600 тысяч и выше. Поражающие цифры, не так ли? С климатом тоже не все идеально. Холодные зимы могут стать испытанием для непривычного человека. В любом случае, живя здесь, я чувствовал себя частью чего-то великого и важного, что определенно стоило своих затрат. Масштаб и разнообразие. Это я могу сказать про следующий штат в рейтинге – Техас. Прожив здесь год, я понял, что Техас – это не просто место, это целый мир. Для специалистов в энергетической отрасли, здравоохранении и IT он представляет массу возможностей. В Хьюстоне, например, сосредоточены крупнейшие нефтегазовые компании, а также медицинский центр Техаса, который является крупнейшим медицинским комплексом в мире. Остин, в свою очередь, стал настоящим технологическим центром, привлекая множество стартапов и IT-гигантов. Жилье в Техасе значительно дешевле по сравнению с другими популярными штатами, особенно в сравнении с Массачусетсом. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Остине составляет около $1200 в месяц, а покупка дома может обойтись в $300 тысяч. Чувствуете разницу? Это делает Техас привлекательным для молодых специалистов и семей, стремящихся к доступному жилью и высоким зарплатам. Отдельный плюс – за простоту во всем. Меня всегда восхищала дружелюбность и гостеприимство техасцев. В Техасе принято помогать друг другу, и это ощущается во всем, от общения с соседями до случайных встреч в магазине. Богатая культурная жизнь и разнообразие мероприятий также впечатляют. Множество фестивалей, концертов и спортивных мероприятий делают жизнь здесь насыщенной и интересной. Однако стоит помнить, что климат в Техасе может быть экстремальным, и это не шутки. Летом температура часто поднимается выше 38 градусов по Цельсию, что может стать испытанием для тех, кто не привык к такой жаре. Лично я тяжко это переносил. Кроме того, налоги на имущество здесь могут быть выше, чем в других штатах. Но тут, как водится, дешевле дом, дороже налог. Меня особенно поразила контрастность Техаса. Тут есть все, от современных городов до живописных сельских ландшафтов, от оживленных мегаполисов до тихих деревень. Этот штат действительно предлагает что-то для каждого, и каждый день здесь может приносить что-то новое и удивительное. Техас – это штат, который оставляет неизгладимое впечатление и заставляет возвращаться сюда снова и снова. Следующий штат легко угадать по одному названию – Голливуд. Но не одним единым Голливудом известна Калифорния. Это штат может удивить любого своим разнообразием и красотой. Прожив здесь, я понял, почему так много людей мечтают переехать в этот уголок солнечного рая. Штат идеально подходит для специалистов в сфере технологий, киноиндустрии и здравоохранения. Чего стоит одна Кремниевая долина, расположенная в Сан-Франциско. Она является центром инноваций и домом для гигантов IT-индустрии, таких как Google, Apple и Facebook. Лос-Анджелес же привлекает тех, кто стремится построить карьеру в кино и развлекательной индустрии. Правда, тут же напрашивается и минус. Жилье в Калифорнии не из дешевых.
средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Сан-Франциско составляет около $3000 в месяц, а покупка дома может обойтись в $1 200 000 и выше. В Лос-Анджелесе цены чуть ниже, но все равно остаются высокими по сравнению с другими штатами. Это может стать серьезным препятствием для переезда. Однако высокие зарплаты в технологическом и развлекательном секторах часто компенсируют эти расходы. Есть вещь, о которой не часто говорят, обсуждая Калифорнию, но я не могу пройти мимо этого в моем рассказе. Ведь природа Калифорнии — это что-то. Тут есть все. От живописных пляжей Сан-Диего до великолепных гор Сьерра-Невада и поражающих национальных парков, таких как Йосемити и Секвойя. Штат предлагает огромное количество возможностей для активного отдыха и наслаждения природой. Калифорния также славится своим мягким климатом, который делает жизнь здесь комфортной круглый год. Что лично для меня огромнейший плюс. Однако у Калифорнии есть и свои минусы. Высокая стоимость жизни и постоянные пробки могут стать серьезным испытанием вашей нервной системы. Кроме того, штат подвержен природным, так сказать, неурядицам, таким как землетрясения и лесные пожары, что добавляет определенную долю риска. Тем не менее, каждый день здесь можно открыть для себя что-то новое, будь то новые технологии, великолепные пейзажи или культурные мероприятия. Несмотря на некоторые недостатки, Калифорния остается штатом, который продолжает вдохновлять и привлекать людей со всего мира. И заслуженно стоит на 3-м месте рейтинга. Достойным 2-го места в рейтинге штатов стал Колорадо. Я впервые посетил Колорадо несколько лет назад и сразу понял, что это место особенное. Моя первая поездка сюда была для участия в знаменитом Денверском марафоне, и это стало началом моей любви к этому штату. Колорадо идеально подходит для тех, кто ценит природу и приключения. Горы Рокки с их великолепными пейзажами и бесконечными возможностями для лыжного спорта, хайкинга и кемпинга буквально зовут к себе. Города, такие как Денвер и Боулдер, предлагают не только высококачественную жизнь, но и активно развивающуюся экономику. В Денвере я познакомился с множеством людей, работающих в сфере высоких технологий и зеленой энергетики. Это место, где идеи рождаются и воплощаются в жизнь. Жилье в Колорадо дороже, чем в среднем по стране, но это оправдано качеством жизни, которое вы здесь получаете. Аренда однокомнатной квартиры в Денвере стоит около $1500 в месяц, а покупка дома обойдется в $500 000. Но даже несмотря на высокие цены, я встретил множество молодых семей, которые приехали сюда ради уникальной возможности сочетать работу и отдых. Одна пара, с которой я подружился, рассказала, как они переехали из Нью-Йорка, устав от городской суеты и высокой стоимости жизни. Они нашли в Колорадо идеальное место для воспитания детей и наслаждения природой. Что меня особенно впечатлило в Колорадо, так это сильное сообщество людей, увлеченных активным образом жизни. Я даже вступил в местный клуб бегунов и обнаружил, что здесь каждый второй занимается спортом. В Колорадо ощущается особый дух приключений и свободы. Национальный парк Rocky Mountain – одно из самых потрясающих мест, которые я когда-либо видел. Прогулка по этому парку – это возможность окунуться в дикие, нетронутые красоты природы и забыть о повседневной суете. Конечно, у Колорадо есть свои недостатки. Зимой здесь могут быть сильные снегопады, которые делают дороги опасными. Высокие цены на жилье также могут стать проблемой для некоторых, и хотя легализация марихуаны привлекла многих, для других это может быть минусом. В целом, Колорадо – это штат, который удивляет и вдохновляет. Я уехал отсюда с массой впечатлений и желанием вернуться. Вашингтон занимает 1-е место в моем рейтинге, потому что в нем отлично сочетаются динамичный городской ритм и живописная сказочная природа. Мое знакомство с этим штатом началось с посещения Сиэтла, и я быстро понял, что это место идеально подходит для тех, кто стремится к карьерным высотам и жить не может без природных красот. Сиэтл, город, окруженный водами залива Пьюджет-Саунд и горами, славится своим инновационным духом. Здесь находятся штаб-квартиры таких компаний, как Amazon и Microsoft, что делает штат магнитом для IT-специалистов и технологических предпринимателей. Гуляя по городу, я был впечатлен его культурным разнообразием и количеством возможностей для активного отдыха. В любой день вы можете посетить знаменитый Pike Place Market, полюбоваться видом с космической иглы или насладиться прогулкой в одном из многочисленных парков города. Одним из моих любимых мест стал Discovery Park, где я часто бегал по утрам, наслаждаясь незабываемыми видами на залив.
Жизнь в Сиэтле просто вдохновляет на активность и здоровый образ жизни. Здесь можно встретить людей, которые любят гулять, кататься на велосипедах или заниматься йогой на свежем воздухе. Правда, жилье в Сиэтле стоит недешево. Аренда однокомнатной квартиры обойдется примерно в $2000 в месяц, а покупка дома – около $700 000. Однако это вполне оправдано качеством жизни и множеством возможностей для карьерного роста. Я встретил множество молодых профессионалов, которые с радостью рассказывали, как переехали сюда ради работы и влюбились в этот город. Одним из самых теплых воспоминаний стало знакомство с местной семьей, которая пригласила меня на ужин. Они поделились своими историями о поездках в национальный парк Маунт-Рейнир и выходных на побережье. Это вдохновило меня на собственные исследования этого удивительного штата. Олимпия, столица штата, поразила меня своей уютной атмосферой и живописными видами. Путешествуя по Вашингтону, я обнаружил множество маленьких городков, каждый из которых обладает своим уникальным шармом. Я был поражен тем, как местные жители ценят и берегут природу, участвуя в экологических проектах и инициативах. Вашингтон – это штат, где можно найти идеальный баланс между работой и отдыхом. Здесь вы можете наслаждаться современной жизнью, не жертвуя близостью к природе. После всех моих путешествий и открытий я решил остаться в Вашингтоне. Сегодня я живу в Сиэтле, и этот город я могу с гордостью назвать своим домом. Выбор штата для жизни зависит от ваших личных предпочтений и потребностей. Независимо от того, что вы ищете – активный образ жизни, высокий уровень образования или доступное жилье – в США найдется штат, который будет соответствовать вашим ожиданиям. Надеюсь, что мой рейтинг помог вам определиться с выбором. И если это так, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, тут вас ждет много интересного.